В лесу старик обнаружил странный сверток, из которого доносился детский плач. Когда он раскрыл его, то застыл от ужаса. То утро в деревне, расположенной на самой окраине леса, начиналось спокойно и ничем не отличалось от других. 70-летний Иван Петрович, бывший лесник, как обычно отправился на прогулку. Рядом с ним бежал его верный пес, овчарка по кличке Буран. За долгие годы они научились понимать друг друга без слов. Для Ивана Петровича лес был не просто местом для прогулок. Он знал каждую тропинку, чувствовал его настроение и относился к нему с глубоким уважением. Однако в тот день что-то было не так. Буран внезапно остановился, насторожился и тихо зарычал. Это было необычное поведение. В его рычании чувствовалась тревога. Не дожидаясь команды хозяина, пес сорвался с места и исчез в густых зарослях папоротника. «Буран, ко мне!» — крикнул Иван Петрович, но в его голосе уже звучало беспокойство. Продираясь сквозь ветви кустарников, старик последовал за собакой и вскоре оказался у края глубокого оврага. Внизу неподвижно стоял Буран. Он не лаял и не двигался, а лишь внимательно смотрел на что-то перед собой. Иван Петрович осторожно спустился вниз и замер. Перед собакой лежал сверток, укутанный в плотное шерстяное одеяло. Яркая ткань выглядела чужеродно среди лесной чащи. Сначала старик решил, что это мусор, оставленный туристами, но вдруг изнутри донесся слабый, прерывистый плач. У Ивана Петровича сжалось сердце. Он бросился к свертку и дрожащими руками откинул край одеяла. Внутри лежал младенец, совсем крошечный, бледный и едва подающий признаки жизни. «Господи!» — только и смог прошептать старик. Медлить было нельзя, в лесу становилось все холоднее, а до ближайшей дороги было несколько километров. Связь здесь почти не работала. Иван Петрович быстро снял куртку и укутал ребенка, стараясь сохранить каждую крупицу тепла. Его руки дрожали, но мысли оставались ясными. Нужно как можно скорее выбраться отсюда и вызвать помощь. Именно тогда произошло то, что он запомнил на всю жизнь. Буран тихо подошел к ребенку, лег рядом и осторожно прижался к нему своим теплым телом. Казалось, собака без слов понимала происходящее. Его тепло стало защитой от холода, а дыхание — настоящим источником жизни для малыша. «Молодец, Буран, не отходи от него», — тихо сказал Иван Петрович. Подняв ребенка на руки, старик начал выбираться из оврага. Каждый шаг давался с трудом. Земля осыпалась под ногами, ветки цеплялись за одежду. Буран бежал впереди, словно выбирая самый безопасный путь, и время от времени оглядывался, проверяя, успевает ли хозяин. Наконец они выбрались наверх. Иван Петрович быстро направился к возвышенности, где иногда удавалось поймать сигнал мобильной связи. Достав телефон дрожащими руками, он увидел одну полоску сети и сразу набрал номер экстренных служб. «Я в лесу. Здесь живой ребенок. Пожалуйста, приезжайте скорее». Его голос дрожал от волнения. Ожидание оказалось самым тяжелым испытанием. Время тянулось мучительно медленно. Иван Петрович сидел на земле, крепко прижимая к себе малыша, а Буран продолжал согревать ребенка своим теплом. И вот, наконец, вдалеке послышался звук сирены. Сначала едва различимый, затем все более отчетливый. Лес озарили синие проблесковые огни. Медики быстро подбежали к старику, осторожно приняли ребенка и развернули одеяло. «Он теплый», — удивленно сказал один из врачей. «И живой». Иван Петрович лишь облегченно выдохнул. Напряжение, которое держало его все это время, наконец отпустило. Позже в новостях сообщили, что ребенок выжил, его состояние стабилизировалось, и угрозы для жизни больше не было. Мальчика назвали Богданом, данным Богом. Иван Петрович стал навещать его в больнице. А Буран, каждый раз, оказываясь в лесу, подбегал к тому самому оврагу и внимательно осматривал его, словно помнил, что однажды именно там решалась чья-то судьба. Иногда кажется, что животные понимают гораздо больше, чем мы привыкли думать, и, возможно, именно благодаря таким преданным существам, как Буран, в этом мире все еще остается место для настоящих чудес.